Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приготовила для вас целых 3 мастер-класса и надеюсь, каждый из вас найдет для себя что-то интересное. Начнем с очень аппетитных конфеток-магнитиков. Для их изготовления нам понадобятся пластиковые подложки для конфет. Только выбирайте именно те, которые повторяют форму конфеток. И гипс или алебастр. Разводим гипс водой по инструкции. Заливаем им формочки. И оставляем до полной просушки. Я оставляю на ночь на батарее, чтобы конфетки идеально высохли. Выбираем подходящие по цвету акриловые краски и раскрашиваем конфеты. Например, для печенья я взяла песочно-бежевый цвет, для горького шоколада темно-коричневый, а для молочного смешала несколько оттенков коричневого, чтобы получить нужный мне цвет молочного шоколада. Чем точнее вы подберете краски, тем натуральнее у вас получатся конфетки. Прежде чем приступать к дальнейшему декорированию, я советую вам покрыть конфеты акриловым лаком. Матовым или глянцевым на ваш выбор. Мне кажется, что шоколад должен иметь блеск, поэтому я покрываю конфетки глянцевым акриловым лаком. Магниты к конфетам я приклеиваю на полимерный клей. Главное, прежде чем использовать конфетки, дать клею полностью высохнуть. Тогда магнитики будут держаться очень крепко. Конечно, конфетки уже очень похожи на настоящие, но мы пойдем дальше и сделаем им разные украшения и посыпки. В качестве крема я буду использовать акриловые контуры, а в роли посыпки разноцветный микробисер или бульонки для маникюра. Здесь все просто. Наносим контур и пока он не высох, посыпаем конфетку микробисером. У нас получились шоколадные конфеты ручной работы. Их можно упаковать в коробку из-под настоящих конфет, и они станут идеальным дополнением к любому подарку на любой праздник. Только не забудьте предупредить получателя, что они все-таки несъедобны, а то у меня было много желающих их съесть. Переходим ко второму мастер-классу. Предлагаю вам сделать декор для дома в финском стиле. Традиционно такими подвесками химели украшали дом перед Рождеством. Но я решила, что для меня это идеальный вариант декора над кроватью. И потом, для чего-то я ведь собирала черные трубочки из Макдональдса. А еще в конце мастер-класса я покажу, как сделать ветку нужного размера своими руками. Итак, для работы нам понадобятся черные трубочки и леска или проволока для бисероплетения, желательно черного цвета. Начнем со сборки звезды. Берем 10 трубочек длиной 14 см, 10 трубочек длиной 10 см и 11 трубочек длиной 5 см. Отрезаем проволоку. Старайтесь отрезать проволоку так, чтобы вам было удобнее с ней работать и она не путалась, а ее длину всегда можно нарастить, связав ее с новым отрезком. Я постаралась очень подробно показать технику сборки, но если у вас все же возникнут вопросы, пишите, и я нарисую схему. На самом деле, если вам не хочется собирать фигуры на леску или на проволоку, то их можно склеить с помощью термопистолета. Это будет намного проще и быстрее. Ну а если вы вдруг не найдете черных трубочек, то можно использовать трубочки любого другого цвета и покрасить их краской в нужный цвет.
Для моей композиции я сделала 2 звезды, 2 ромбовидных кристалла и 1 вытянутый. Как правильно называются все эти фигуры, я не знаю, поэтому сильно не ругайтесь. Также в работе я использовала различные прозрачные черные и золотые бусины и бисер черного и золотого цвета. Вы можете изменить цветовую гамму на свой вкус и сделать ее подходящей именно вашему интерьеру. Для ромбовидного кристалла вам понадобится 12 трубочек длиной 6 см, 6 трубочек длиной 4 см и 8 бусин диаметром 5 мм. Также внимательно смотрим видео, чтобы понять принцип сборки. На самом деле все очень легко. Все фигуры состоят из треугольников и все этапы повторяются. Так что не переживайте, работа очень легкая и достаточно быстрая. Кристаллы можно собирать и без бусин, но так, мне кажется, они смотрятся еще аккуратнее и воздушнее. Пока я собираю фигуры, хочу вам напомнить, что я очень жду от вас фото ваших работ по моим мастер-классам, чтобы сделать из них отдельный видеообзор. Так что, если хотите похвастаться своими поделками, смело присылайте мне фотографии на мой e-mail. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там вы быстрее всех узнаете о моих новинках, увидите то, что не попало в кадр, и сможете повлиять на выбор тем для новых мастер-классов.
Нам осталось сделать вытянутый кристалл. Он делается точно так же, как и предыдущая фигура, только 6 трубочек длиной 6 см заменяем на 6 трубочек длиной 11 см. И делаем из них конус в верхней или нижней части кристалла. Все-таки я решила добавить схему сборки, возможно, с ней этапы работы станут более понятны. Как я и говорила, из бисера и бусин я собрала 6 подвесок, которые по цвету и стилю перекликаются со всем панно. Честно говоря, лично у меня была задача использовать те материалы, которые давным-давно лежали без дела, так что, как в песне, я ее слепила из того, что было. Еще в начале работы я решила, что все элементы будут висеть на длинной, красиво изогнутой ветке. Но нужной ветки я не нашла, поэтому сделала прямую и больше похожую на кий, но зато из того, что было. За основу берем любую палку или толстую проволоку нужной длины. Или вообще ничего не берем, а сминаем ее из фольги. И фольгой же добавляем нужного объема в нужные места. Когда результат вас устроит, обмазываем фольгу клеем ПВА и оклеиваем всю ветку туалетной бумагой. Кстати, не пытайтесь выравнивать бумагу. Чем больше складочек, тем правдоподобнее кора. Оставляем на ночь на просушку и раскрашиваем в черно-коричневый цвет. Так как я за основу взяла прямую бамбуковую палку-опору для цветов длиной 120 см, то ветка у меня получилась прямая. Но если вы возьмете проволоку или просто сформируете ветку из фольги, то ей можно придать тот изгиб, который пожелаете. Сухим спонжем растушевываем по поверхности золотую краску, выделяя все неровности и добавляя объема. Наша ветка готова. Такой декор хорошо будет смотреться как в коридоре, так и в спальне, если он подходит вам по стилю. А еще такая подвеска может оригинально украсить окно. Так что экспериментируйте. В третьем мастер-классе я покажу, как из материалов из фикс-прайса можно сделать очень красивый и ажурный декоративный фонарь-клетку. Для его изготовления в первую очередь нам понадобится 4 фоторамки. У меня они размером 17 на 24 сантиметра. Убираем стекло, картон и все крепления. Дальше все в том же фикс-прайсе я купила вот такие деревянные палочки, и на мой фонарь ушло 1,5 пачки. Делаем разметку по внутренней части с шагом в 2 сантиметра. С помощью кусачек нарезаем палочки нужной нам длины. Наждачной бумагой или пилочкой для ногтей шлифуем все срезы и приклеиваем палочки к рамке на ПВА-столяр. Сначала приклеиваем палочки в одном направлении, даем клею полностью высохнуть и вторым слоем под углом в 90 градусов к первому слою приклеиваем еще один ряд палочек. Так как все палочки, да и основная часть всего фонаря будет держаться только на клее, используйте хороший ПВА-столяр и не экономьте на его количестве. От этого будет зависеть долговечность и надежность вашего изделия.
Украшаем точно так же оставшиеся 3 фоторамки и переходим к сборке. Всю нужную мне фурнитуру, а именно 2 мебельные ручки и 2 петли для шкатулок, я купила в Leroy Merlin. Соединяем 2 фоторамки между собой 2 петлями. Так мы сделаем дверцу. Для законченности образа и удобства скрепления деталей делаем внешнюю рамку для решетки. Промазываем ПВА торцы 2 фоторамок и склеиваем их между собой. Этот момент по большей части почему-то остался у меня за кадром. Видимо, я отвлеклась на выравнивание, поэтому прошу прощения и объясню на словах. Склеиваете 2 фоторамки между собой и ставите их под углом в 90 градусов до полного схватывания клея. После этого еще раз с внешней и с внутренней стороны как следует промазывайте клеем ПВА стык 2 деталей. Точно так же соединяете 2 склеенные фоторамки с 2 скрученными. Только не забудьте, что дверцу приклеивать не нужно, она должна открываться. Пока фонарь сохнет, готовим верхнюю декоративную часть. Ее я буду делать из еще одного товара из фикс-прайса, из шкатулки с зеркалом. Зеркало я покупала для другого мастер-класса, а вот сама шкатулочка идеально подошла по размеру для фонарика. Из деревянных шпателей нарезаем кусочки длиной 5 см. Мне понадобилось 13 шпателей, то есть 26 закругленных отрезков. И с помощью термопистолета приклеиваем дощечки к шкатулке. Теперь из толстого картона, я склеила между собой 3 листа переплетного, вырезаем дно и крышку для фонарика. Дно у меня размером 20 на 20 сантиметров, то есть оно чуть шире самого фонаря. А крышка подогнана под размер верха фонарика 18 на 19 сантиметров. Приклеиваем на ПВА донышко и не забываем про дверцу, ее приклеивать не нужно. Пока все склеивается, доделываем верхнюю часть. Из картона я вырезала круг диаметром 13,5 см и закрыла им верхнюю часть шкатулки. Чтобы прикрутить ручку к шкатулке, мне пришлось вырезать центральную часть пластиковых разделителей. Поэтому учтите этот момент при выборе фурнитуры. Лучше, если ваша ручка будет с 2 креплениями по бокам, а не с одним по центру, как у меня. Прикручиваем ручку и заливаем термоклеем с внутренней стороны, чтобы защитить ее от расшатывания. Из гипсовых отливок, из которых я делала конфетки в первом мастер-классе, делаю ножки для фонарика. Приклеиваю их на полимерный клей. В картонную крышку я решила вкрутить крючок для подвеса различного декора. Кстати, можете не ограничиваться одним крючком, а сделать их побольше. Тогда можно будет создавать интересные композиции внутри фонарика. Точно так же, как ручку, с внутренней стороны заливаю крючок термоклеем. На ПВА приклеиваю картонную крышку к фонарику. Опять не забываем про дверцу, ее приклеивать не нужно. И на полимерный клей приклеиваем верхнюю декоративную часть фонарика к картонной крышке. В своих запасах я нашла вот такие деревянные декоративные уголки, и мне кажется, они идеально подошли по стилю.
Ручку на дверцу я приклеила также на полимерный клей, вставив внутрь зубочистку вместо болтика и проделав шилом отверстие в фоторамке. Фонарь готов, и осталось его раскрасить на свой вкус. Я решила остановиться на цвете слоновой кости, так как мне очень хотелось именно светлый фонарик. Также в процессе росписи я решила добавить заклепок на верхнюю часть. Свои я сделала из металлических братц, но их смело можно заменить на половинки обычного сушеного гороха. Все элементы я покрыла золотой акриловой краской. И также золотой краской с помощью спонжа добавила фактуры и затонировала все нужные места. Оформляем внутреннюю часть на свой вкус. Я подвесила сердечко, все из того же фикс прайса, и гирлянду. Можно поставить светодиодные свечи разной высоты, можно поселить внутрь птичку или бабочек. Фантазируйте. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось и оно оказалось для вас полезным. Ставьте лайки, делитесь с друзьями и не забывайте про мой инстаграм. На этом у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем весеннего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!